Bunlar böyle hep yan yanayken bizim işimiz biraz zor. Sen hiç merak etme anneciğim. Bana güven. Ne demek Tarık o şirkette masaya oturacak? Tamam geliyorum hadi. Sen işlerini hallet. Biz biraz daha Çınar'la oynayalım. Baran gitmiş. Ona haber veriyor. Tetikte ve dikkatli olsunlar. Zamanı geldiğinde de işi bitirsinler. Dilan! Dilan cevap ver! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Смогут ли Дилан и Чинар хорошо провести время в парке? Станут ли Баран и Дилан еще сильнее привязаны к Чинару? Смогут ли Хаджер Ханем и Джейда разлучить Дилана и Чинара? Сможет ли он нарушить слово Тарика Барана и заключить сделку с компанией, которая ему не нужна? Как Баран остановит Тарика на этот раз? Что происходит с Диланом? Что имеет в виду госпожа Хаджер, когда говорит закончить работу? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Баран догнал Дилана, когда он пострадает от лекарства и потеряет сознание, заберите Чинара и Дилана из парка, отвезите их в больницу и не допускайте, чтобы с ними случился какой-либо вред, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! Чинар будет очень рад, что Джейда не сможет прийти в парк. Поскольку она никогда не проявляла никакой любви, не говоря уже о материнстве, к другому незнакомцу, она не видит в нем свою мать и не любит его. Время, которое он проводит с Диланом, кажется ему подарком, и Чинар чувствует себя очень хорошо. Я имею в виду, он буквально пускает кровь. В то же время то же самое происходит и с Диланом, и теперь Дилан выражает это и говорит, что он очень привязан к Чинару и любит его. Они прекрасно проведут время в парке и станут ближе. Хотя для Чинара это будет замечательный день, который он сохранит в своей памяти, для Дилана каждый прекрасный момент, который они переживают, будет ощущаться как лекарство. Когда Баран узнает, что они в парке, он придет к ним и разделит это счастье. Между Чинаром и Бараном также есть другое притяжение, и они очень привязались, даже не осознавая этого. Теплое и внимательное отношение к ним Чинара заставит их забыть свою боль, хотя бы на мгновение, и сделает их счастливыми. Теперь они найдут больше поводов провести время вместе. С другой стороны, мы не можем игнорировать постоянные усилия Джейды и Хаджера держать Чинара, Дилана и Барана подальше. Их цель – свести Дилан с ума и похитить ее из особняка, избавившись таким образом от Барана и Дилана и удерживая ее от Чинара. Но что бы они ни делали, им не удастся достичь своих целей. Хотя они делали это до сегодняшнего дня, Чинар и Дилан испытали это чувство и поймут, что связь между ними – это связь матери и ребенка, даже если они еще не могут ее назвать. На самом деле они оба рассматривают Чинара как дополнительное бремя и заинтересованы не в его уходе, а в том, чтобы Дилан и Баран были расстроены и страдали. Однако Тарек не такой, до сих пор он считал себя отцом Чинара и усыновил его. Вот почему, хотя он безумно боится потерять Чинара, Хаджер Ханем и Джейду это не волнует. Когда Тарик Баран не сможет закончить работу, которую хочет сделать до возвращения, Баран поймает его. Несмотря на то, что Баран предупреждает нас, что мы не будем сотрудничать с Берки Холдинг из-за их незаконных сделок, Тарик скажет ему в лицо «хорошо» и попытается вести бизнес за его спиной. Поскольку Баран поручил Акифу следить за делами компании, он сообщит Барану, как только узнает об этом. Баран оставит Дилана и Чинара в парке и вернется в компанию, чтобы предотвратить заключение этого контракта. Но когда в это время Дилан звонит Барану и сообщает ему, что он нездоров, Барану придется отказаться от посещения компании и вернуться к Дилану и Чинару. Плохие дела произойдут между Бараном и Тариком, который не послушал Барана и подписал это соглашение. На этот раз Баран этого не простит и захочет удалить его из компании. Но он постарается продолжить это партнерство, выполняя секретные дела от Тарика Барана. Поскольку приоритетом Барана является Дилан, он, как всегда, обратит на нее свое внимание. Дилан прикоснется к Хасану и заставит его потерять сознание, потому что он выпил лекарство Хасана из-за Джейды и Хаджер Ханем.
Бэрон доберется до парка и немедленно отвезет Дилана в больницу. Пока врачи выясняют, что с Диланом, они решат, что ему нужно промыть желудок. Дилан приходит в себя после того, как ему промывают желудок, и становится ясно, что он на самом деле принял не то лекарство. Когда Бэрон услышит это, он скажет, что с этого момента будет следить за приемом лекарств Дилана и отругает госпожу Хасибе, спрашивая, как вы могли допустить такую ошибку. Хаджер Ханем, возможно, наняла человека, чтобы не дать Барану разрушить бизнес Тарика. Или когда Дилан заболеет, он может попросить Чинара исчезнуть. Дилан и Баран, возможно, хотят заставить людей думать, что Чинар потерял их ребенка до того, как они узнают, что это их собственный ребенок и что Дилан был виновником. Итак, как вы думаете, кому госпожа Хаджер советует оставаться начеку и закончить работу? Сможет ли Баран помешать Тарику подписать соглашение? Смогут ли господин Акиф и Кудрет понять, в чем проблема в компании, и предотвратить ее? Что сделает Берфин, чтобы избежать встречи с Акифом? Да, дорогие мои подписчики, буду рад, если вы поделитесь с нами своим мнением и мыслями по поводу этого эпизода в комментариях. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.